Всем привет! Меня зовут Роман, брокер компании New Batumi, и сегодня мы в гостях у застройщика One Development. С нами очаровательная Эмма, она ответит на наши вопросы. Эмма, привет! Привет! Очень рада видеть вас в нашем офисе. Взаимно, спасибо, что пригласили. И первый вопрос, который хотел бы вам задать. Подскажите, пожалуйста, насколько я знаю, про ваш проект флагманский One, это первый проект по реновации в Батуми. Все верно? Расскажите, в чем смысл этой реновации и для чего вы это делаете? Да, действительно, проект One – это наш первый проект по программе реновации, в принципе, за всю историю Батуми, да. То есть мы в партнерстве с мэрией, с муниципалитетом города строим такое прекрасное здание, да, бизнес-класса, высокого уровня. Выбрали мы самую топовую локацию, да, это самая центральная часть города, самое такое туристическое направление, если можно так сказать. Там, как мы все знаем прекрасно, практически нет свободной земли. Да, это правда, понимаю, что вы. Вот, то есть поэтому сейчас был такой принят прекрасный на самом деле для города проект, да, и закон, который убирает, получается, да, мы демонтируем аварийные старые здания и на их месте в центральных локациях строим классные бизнес-класса проект. Да, ну, Вот. по рендерам можно увидеть, то, что действительно это очень классный проект. Хотел пообщаться по поводу документальной базы. Да? То есть у вас есть дополнительный государственный надзор, потому Да. что это реновация. И насколько я знаю, у вас есть партнерство с банком TBC. Вот, может быть, какая-то еще есть дополнительная документальная база и какие-то гарантии по этому проекту? Да, действительно, то есть получается, проект полностью контролируется помимо того, что муниципалитетом, он точно также имеет полное банковское финансирование, да, одним из самых крупных банков страны, TBC банка. То есть у нас даже есть уже ипотечная линия, да, и есть возможность клиентам входить на таком раннем этапе строительства уже с ипотекой. Как мы знаем, это в принципе не только история Грузии, да, а в принципе всего мира, что мало возможностей у клиентов на раннем этапе зайти в ипотеку, зайти через банк и воспользоваться данной опцией. У нас это есть, это тоже дает определенную гарантию для будущих собственников, да, то, что такие крупные организации, такие крупные банки, они тоже берут на себя некую ответственность. Плюс есть документ, да, есть трехстороннее соглашение между нами, между муниципалитетом и между банком о том, что в любом случае, при любых обстоятельствах комплекс будет доведен до эксплуатации, будет сдан в эксплуатацию, да, и передан будущим собственникам. То есть условно прописано там так, что если с нами, как с девелоперами, что-то произойдет, да, либо финансовая какая-то нагрузка у нас будет большая, но что-то пойдет так, что мы не сможем своими силами достроить, то есть банк как финансовая организация и мэрия как рабочая сила, так скажем, да, и возможности дополнительные, они возьмут на себя гарантию и достроят данное здание и введут в эксплуатацию. Дальше волнующий всех инвесторов вопрос в Батуми, да, вот по срокам сдачи проекта. Почему они передвинулись, что пошло, скажем так, не так? Вот, с чем связана задержка, которая у вас произошла? Ну, смотрите, как всем известно, да, проект One у нас это первый проект по программе реновации, вообще, в принципе, в истории Батуми и в истории города. Когда был принят проект и принят такой закон, то есть, условно, чисто теоретически было заложено какое-то определенное время на всякие бюрократические вопросы, но фактически все столкнулись с какими-то такими подводными камнями. То есть, та же документация, она была не до конца доработана, да, не до конца администрирована. Какие-то вот такие нюансы, они и повлекли за собой определенную задержку. Просто условно мы были первопроходцами, да, условно мы в партнерстве с мэрией и с TBC банком проходили весь этот проект, да, изучали его условно до буковки, да, и поэтому, ну, возникли определенные сложности. То есть мы просто ожидали итог разрешительной документации, да, мы просто были такими ждунами, если можно так сказать, да, и просто со своей стороны выполнили все те пункты, которые нам были выдвинуты, да, для того, чтобы мы имели, в принципе, возможность зайти в этот проект и строить такой проект, вот, и со стороны, получается, мэрии мы просто ожидали вот итоговую вот эту документацию разрешительную со всеми вот исправленными нюансами, так скажем.
Эмма, правильно я понимаю, что сейчас вы идете уже согласно своему обновленному графику, и все у вас хорошо? Да, действительно так, то есть полный пакет документов у нас уже есть, полное банковское финансирование документально заверенное у нас Мгм. есть на руках, да, ипотечная линия у нас доступна и открыта, то есть как резиденты, так и нерезиденты имеют право подаваться на ипотеку. Ну, то есть весь пакет документов, к которому мы стремились, у нас он уже на руках. На данный момент у нас проходит стадия заливки 4-го уже этажа, то Мгм. есть мы активно растем, Да, мы мы следим за можем, вами, да. да, то есть у нас есть лайв-камера, да, то Мгм. есть, в принципе, любому желающему можно зайти на наш официальный сайт, посмотреть в любое время дня и ночи, условно, стадию строительства, и очно зайти на стройку и посмотреть, полюбоваться, даже при желании можно Мгм. подняться уже на готовые этажи. Отлично. Эмма, спасибо большое за развернутый ответ. Это действительно и меня волнует, и моих инвесторов, потому что у меня есть клиенты, которые у вас тоже приобретали Мгм. квартиры. Это были их первые покупки, и они переживали. Да. Вот, но сейчас, я думаю, мы их вполне Я успокоили. тоже так Да. думаю, да, надеюсь на это. Отлично. Дальше хотел бы поговорить о концепции вашего жилого Мгм. дома. Да? То есть я, насколько понимаю, вы его позиционируете как первый дом бизнес-класса. И мне хотелось бы понимать, что входит в ваше понятие дом Мгм. бизнес-класса, какая инфраструктура и что там, какая концепция в этом во Мгм. всем заложена. Ну, смотрите, во-первых, это жилой дом, это не Да. апартаменты, да, то есть у него нет никакого туристического статуса, то есть что в понятии Батуми, да, вот именно в Грузии конкретно, означает туристический статус. Это условно в предварительном договоре у клиента уже прописан ряд ограничений, то есть ряд ограничений по собственному проживанию, да, какие-то завышенные коэффициенты по коммунальным платежам, завышенные тарифы по обслуживанию, в принципе, комплекс, да, и так далее, и так далее. То есть этот ряд ограничений, он прям прописан уже у жильцов. У нас этого нет, то есть по факту это стопроцентное ваше владение, вы делаете с ней абсолютно все, что хотите. Что касается конкретно проекта One, почему мы себя позиционируем как дом бизнес-класса? Во-первых, разновидные планировки, да, продуманные до мелочей. Это обязательно зоны хранения, это обязательно мастер-спальни, это обязательно классные балконы, террасы, да. То есть, например, у нас есть 24 разновидные планировки квартир, да, начиная от студий, заканчивая большими трехкомнатными квартирами. Плюс у нас есть, например, 9 верхних этажей, это 9 пентхаусных этажей. Там отличается, получается, типовой план этажа, да, там более панорамные открытые виды и так далее, и так далее. То есть мы максимально постарались внедрить в комплекс то, чтобы найти любой клиент нашел себе то, что действительно ему важно. Да, для кого-то важно, чтобы у него была жилая квадратура больше, например, а балкон маленький ему хватит. Да? Мгм. Для кого-то важна наоборот терраса красивая, да, 12-10-метровая, да, для того, чтобы выйти там, утром или вечером на закате наслаждаться природой. Ну, то есть старались завлечь разный Да. сегмент клиентов, да, для Мгм. того, чтобы вот условно все нашли то, что они действительно хотят. Мгм. Стараемся использовать качественные материалы, да, то есть, например, мы используем такое вещество, как пенетрон в бетон, для того, чтобы избежать вот это вот, ну, мы живем в субтропиках, Мгм. да, мы все прекрасно понимаем, даже если это не первая береговая линия, да, здесь достаточно много влажности, да, поэтому нужно максимально внедрить в проект все материалы, да, для того, чтобы избежать тех или иных каких-то последствий. Мы используем это вещество в Мгм. бетон, уже замешиваем. Плюс у нас есть такие HP-панели на фасаде, да, которые изолируют условно этот фасад от прямого попадания влаги. Да, Мгм. то есть это тоже мы учитываем. Например, мы используем двойной стеклопакет, да, Мгм. для того, Это чтобы, важно, да, да. конечно, чтобы была вот эта вот вентиляция, она была гармоничная, ну, не то, что гармоничная, а чтобы она была правильная. Эмма, спасибо за ответ. На мой взгляд, все эти тезисы действительно подходят к дому бизнес-класса. Вот. Но дополнительно хотелось бы все-таки уточнить, какая еще есть инфраструктура, Мгм. чтобы соответствовать этим критериям бизнес-класса. Да, действительно, если коснуться инфраструктуры, то, во-первых, самая главная особенность в проектах бизнес-класса, что она бесплатная, то есть Мгм. она для жильцов идет, в принципе, как приложение, да, к договору. То есть, когда согласован был архитектурный план, в принципе, комплекса, там уже были выведены метражи, получается, под бассейн,
под фитнес-зал, да, под зону ресепшена и так далее. То есть уже в априори клиент знает, что он получит эту инфраструктуру. Да? Также нужно учитывать, что в этом комплексе есть международная управляющая компания. Благодаря этому мы понимаем, что комплекс, помимо того, что нацелен на долгосрочное жилье самих жильцов, он точно так же и направлен на инвестиционные какие-то, да, привлечения клиентов, да, на инвестиционный какой-то доход. Управляйка условно, она международная, она опытная, да, поэтому она имеет возможность взять во владение вашу недвижимость, да, сдавать и приносить вам доход, если вы хотите вложиться в проект с целью именно инвестирования. Вот, то есть это тоже, конечно, большой плюс. Отлично. У меня вопрос созрел. Вот я автолюбитель и постоянно сталкиваюсь с проблемой парковки в Батуми. Да. Я думаю, ну, для каждого второго это очень актуально, даже для каждого первого. Мгм. Что у вас с парковкой, какого типа она будет, и есть ли возможность ее арендовать, либо купить? Мгм. Да, смотри, у нас получается подземного паркинга нет, у нас он наземный, это тоже свои определенные плюсы несет, да, потому что, ну, мы избегаем там, у нас часто бывают дожди и так далее, да, мы сталкиваемся по Батуми, в Да, принципе, с проблемой заливки вот подвальных помещений, да, и так далее. То есть мы пожертвовали 2 этажами верхними, наземными, после коммерческого получается, и у нас 2-й, 3-й этаж, это будет парковка. Супер. Да, то есть мы ее сейчас тоже продаем, то есть, да, в индивидуальном порядке мы можем обсудить детали приобретения парковки, да, но, конечно, у нас в приоритете в первую очередь клиенты, которые покупают квартиру, да, и хотят приобрести парковочное место. Отлично. Кстати, по поводу подземного паркинга столкнулся с такой историей здесь, то, что застройщик постоянно сталкивается с тем, что подземный паркинг топит. Да. И знаешь, как он выход нашел? Какой? Он просто зацементировал паркинг и все. То есть Просто залил его? И залил, да. Ну вот. Вот, поэтому это Да, действительно то есть это так, реально и преимущество. Наземный паркинг это сейчас преимущество здесь. поэтому, думаю, это отличный Да. выход в данной ситуации. Кстати, по поводу количества парковочных мест, сколько оно планируется у вас? Да, то есть так как у нас 2 этажа, мы обеспечим 96 парковочных мест для комплекса. Так как в центральной локации, сам знаешь, там практически нет свободной земли, Да. то есть с парковочными местами там прям все очень плохо, поэтому, ну, это такое оптимальное количество, если можно, да, сказать, для комплекса. Я обратил внимание, то, что у вас очень красивый зеленый фасад, много стекла и других технологий использовано. Но хотелось бы понимать, что вы будете делать для того, чтобы сохранить его во времени, да, вот в будущем, чтобы он действительно выглядел так же. Да, смотри, в принципе, за всем фасадом, за внутренней инфраструктурой, в принципе, за всем состоянием здания будет в дальнейшем отвечать и ухаживать, да, и ручаться управляющая компания. Управляющая компания у нас опытная, да, поэтому у нее, она реализует свою деятельность во многих странах, да, на сегодняшний день. У нее более 60 лет управления на рынке, вот, поэтому вот эту вот задачу условно мы перекладываем на нее, потому что будут использованы определенные технологии, да, для того, чтобы и фасад поддерживать, и озеленение поддерживать, да, и в принципе работу здания в целом. Отлично. Эмма, мы с тобой коснулись немного инфраструктуры, но хотелось бы понимать более подробно, какая будет инфраструктура, вообще, что можете о ней рассказать более подробно. Смотри, у нас получается первый коммерческий этаж это 6 метров, да, потом у нас идет 2-й, 3-й этаж, это паркинг наземный, далее у нас 4-й этаж идет технический, на котором тоже располагается одно из наших достоинств, да, и плюсов комплекса, это свой собственный автономный котел, да, то есть мы будем подогревать, отопление, в принципе, в комплексе, оно будет с использованием этого котла, то есть условно газом будет подогреваться горячая вода, да, и идти в радиаторы по квартире. То есть никаких газовых котлов, никаких дополнительных таких бандур, если можно так сказать, да, их не будет на балконе, да, то есть это все будет гармонично, красиво, изолировано от внешнего вида, от внешнего взгляда, я бы сказала. Вот. Что касается вообще, в принципе, инфраструктуры, на 29 этаже будет располагаться открытый круглогодичный подогреваемый бассейн. Класс. С одной стороны дома. Да, с другой стороны дома будет располагаться панорамный фитнес-зал.
И обязательно будет лаунж-зона тоже на высоких этажах, открытая, панорамная, то есть с прекрасными видами. Я уже не первый год на рынке Грузии, Батуми, да, и я знаю то, что многие застройщики обещают инфраструктуру, но Да. ее не реализовывают. Хотелось бы узнать, прописана ли она у вас в договоре, и есть ли какие-то гарантии по этому поводу, что она действительно будет у вас? Да, вот смотри, когда, вот вернусь к тому вопросу, то, что когда нам согласовали архитектурный план, в техническом плане, условно в технической документации, вся инфраструктура, она уже была прописана и внесена. То есть, условно, был метраж под бассейн, был метраж под спортивный зал, да, был метраж под парковку, естественно, и под зону ресепшена, под коммерческую площадь. То есть, условно, когда мы дойдем до времени, когда мы будем сдавать в эксплуатацию здание, вводить в эксплуатацию здание, нам просто не подпишут условно документы и не дадут реализовать проект, если мы не внесем. Ну, то есть у тебя территория под бассейн, да, которая уже подписана, согласована. Ну что ты туда внедришь? Квартиру же не внедришь? Не внедришь, да, то есть Грузии всё условно, возможно. но Да. не тогда, когда мэрия твой партнер. Согласен, Да, да. и то есть не тогда, когда она контролирует весь процесс. Поэтому нет, здесь уже все согласовано, утверждено, поэтому эта инфраструктура, конечно, будет обязательно. Супер. Эмма, я заново начинаю влюбляться в проект Да. One. Спасибо большое. Спасибо. Вот. Для тех, кто вот сейчас смотрят нас, и хотел бы задать вопрос. Какие сейчас есть предложения, акции у вас, какие самые выгодные квартиры, чтобы вы могли бы посоветовать и рассказать более подробно об условиях? Да, смотрите, во-первых, подчеркну, что больше 60% номерного фонда уже продано, да, то есть действительно проект очень А вы только на ликвидный. 4-м этаже? Да, мы только на Да. 4-м этаже, да. То есть проект ликвидный, проект востребованный, да, и мы, вот, то есть по продажам это очень сильно ощущаем. Сейчас из таких самых главных акций, да, то, что у нас увеличенная рассрочка на студии. То есть, если мы возьмем наши стандартные условия, у нас 36 месяцев идет на студии и 48 месяцев идет на большие планировки. Сейчас мы это уравнили, да, и у нас 48 месяцев и на студии, и на большие планировки. Какая возможность появляется у клиентов? Во-первых, уменьшить свои ежемесячные платежи, да, то есть увеличить вот это вот... Уменьшить нагрузку ежемесячно. Уменьшить да. нагрузку, совершенно верно, да. То есть это, конечно, очень сейчас подкупает клиентов, вот. Ну, то есть от себя я могу сказать то, что вы находитесь в тренде, как модно говорить сейчас, да, потому что есть такая тенденция, то, что старое заменяется на новое, то есть проект реновации очень актуален, потому что мест под застройку новых классных домов остается все меньше, его практически на территории Батуми нет, уже в окрестностях застраивается, да, очень активно. И для тех, кто хочет жить в городе, в Батуми, реновация – это отличный выход в данной ситуации, и зайти вот в проект One, прям идеальный вариант, потому что шикарная локация. Мне она очень нравится. Я сам там живу, скажу так, по секрету. Рядышком, да? Совсем рядышком, да. Вот, пивзавода, скажем Ну, так. Да, всеми известному, да. Вот, поэтому спасибо вам за такой проект, он очень интересный. Я, кстати, был один из первых, кто еще на пресселе продал ваш проект, вот, потому что мне он действительно сильно понравился. И были Да. классные условия, и они остаются, насколько я вижу, даже более интересные стали. Да, поэтому в плане условий мы вообще очень такие гибкие, лояльные, да, мы всегда стараемся найти что-то вот подходящее, да, чтобы было максимально комфортно клиенту, да, зайти в проект, участвовать, так скажем, да, в создании вот такого что-то интересного. А что касается по поводу реновации, это действительно я полностью соглашусь, потому что после нас еще 5 крупных компаний заявились, чтобы в центральных локациях строить, ну, с данной программой, да, в партнерстве с мэрией города. То есть мы понимаем то, что действительно это сейчас актуально. Центральная локация, она застроена просто безумно. Там найти какой-то кусочек свободной земли сейчас действительно на вес золота, да, и это очень сложно. Мы так, знаете, даже когда ходим, да, гуляем по аллее, у нас такие контрасты условно, мини-Дубай и старый фонд, да, и то есть мы понимаем, что, ну, нужно как-то его перестраивать, город просто колоссально вырос, он колоссально изменился, да, я как местная, у которых и родители здесь прожили и выросли, да, я знаю, каким город был 10 лет назад, да, 15 лет назад и что сейчас, ну, то есть это вообще абсолютно две разные картинки. Недвижимость просто растет со скоростью света в плане и качества, да, и, в принципе, самих интересных проектов, да, то есть рынок очень сильно насыщен
вот этим вот всяким предложениям классным и интересным. Кстати, хотел бы поговорить и о других проектах, которые, насколько знаю, у вас есть. Они также очень интересные. Может быть, тезисно расскажете о них? На сегодняшний день у нас в нашем профессиональном портфеле есть 4 проекта, которые подходят абсолютно разному сегменту покупателей. То есть, условно, мы задействуем в самые центральные локации, то есть у нас есть 2 проекта в центральной части, да, это проект One, жилой комплекс, и проект Ромада, это первые брендированные резиденции в самой центральной части. Также у нас есть жилой комплекс с отельной инфраструктурой, который строится на Новом бульваре, да, всеми любимый причем. Вот. И также у нас есть элитная загородная недвижимость, да, это наш тоже любимый проект Townhouse of Home, который, кстати, завершается в этом году. Если вас заинтересовал проект One и другие проекты, которые занимаются One Development, то переходите по ссылке в описании. Также ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите знать о новинках на рынке недвижимости в Грузии. С вами был Роман Ньюбатуми и Эмма One Development. До новых встреч! Пока-пока!